Люди все же животные. И все на вот этом вот первобытном инстинкте хлеба и зрелищ. Они отражают состояние нашего с вами общества. Блин, не сильно ли я его побил или нет? Я никого никогда первым не трогаю. Я ударил человека, его вырубил с вертушки в голову. ММА – это такой компромиссный вид спорта. Здесь тебя сразу убьют. У них спортивный чемпионат, а мы – это шоу-бизнес. Они на тебя смотрят, короче, как на выскочку. У меня нет такого, что я там хочу драться. А Рамзан Кадыров друг. Давай следующий вопрос задавай. Привет, друзья! Первое правило бойцовского клуба какое? Не упоминать о бойцовском клубе. Вот, на самом деле, вот он есть, и его много. И сегодня ровно об этом и будет выпуск. Я не спарринг-человек, это вообще не очень про меня. И поэтому мне особенно было интересно этот выпуск делать и ответить на несколько ключевых вопросов. Правы ли те, кто говорят, что смешанное единоборство, или в просторечии бои без правил, сейчас в России набирают обороты и скоро будут как второй футбол? Почему именно этот вид боевых искусств? Правда ли, что таким образом с наших улиц уходит агрессия, переходя на ринг и переходя в интернет? Что с нелегальными боями, что со сражениями фанатов? И в целом, делает ли это все нас с вами сильнее? Делает ли это наши улицы безопаснее? В принципе, россияне народ не конфликтный. Я бы не назвал россиян конфликтными людьми. Хотя у нас выяснять там, как говорится, на кулаках отношения, принято. Да? У нас принято ребенка, сына там, отдавать на секцию по единоборству, чтобы немножко позанимался. То есть такие абсолютно дикие мотивации у нас есть там. Чтобы мог в школе там за себя постоять и кому-то там в рыло дать. То есть многие иностранцы, они наверняка вообще уже давно этим не рассуждают категориями, они вообще не считают, что человеку надо драться. Плюс еще как это там, тяпнули, значит, подрались, вперед. да. Вот. Какая свадьба без драки? Какая свадьба без драки? Есть, то есть вот все вокруг этого крутится. И причем как-то все позитивно. То есть это у нас не считается криминалом, да? Насилие вообще, в принципе, во все времена очень сильно привлекало людей. И тогда это был вообще Колизей, где у нас с мечами бошки отрубали людям. И это было самым вообще большим развлечением, и на что больше всего люди хотели смотреть. Это начало все немножечко оккультуриваться, там пошли перчатки, вот это все такое. И в какой-то момент людям начало немножечко это наскучивать. И в тот момент решили начать опять путем регресса, ужесточения, перешли опять, перчатки сделали поменьше, правила пожестче, что можно уже бить чем угодно. И это стало людям гораздо интереснее и больше отклика в них находить, потому что все возвращается как раз-таки к этому Колизею. Люди все же животные, и все на вот этом вот первобытном инстинкте и работает. Изначально был бокс, потом появился кикбоксинг, да, люди стали интересоваться кикбоксингом. Потом появился муай-тай, тайский бокс, более обширные правила, да. Аудитория перешла туда. Сейчас появился ММА, который, на мой взгляд, самый имеет, да, сейчас самые, наверное, обширные правила по поведению поединка. И, наверное, аудитория сейчас интересует именно это, потому что именно в данном виде спорта получается самый основной накал страстей. В большинстве промоушенов в мире сейчас разрешены удары локтями, хотя я не очень люблю эту историю. Сейчас так заходит, потому что есть Хабиб. Фактор Хабиба один из ключевых. Дело в том, что он очень сильно в России поднял узнаваемость ММА. За счет, конечно же, в первую очередь, своего поединка с Конором. Я обратил внимание, как сильно ММА узнали после этого поединка. Как-то стали следить, болеть. Есть Конор, а у нас, окажется, есть наш ответ Чемберлену. Значит, тут российский человек Хабиб. Вся страна топила. И потом эта инерция еще там продолжалась 2 недели и отразилась на поединке Минеев-Исмаилов. Его тоже все посмотрели и сказали: о, так у нас неплохой ММА, на самом деле. Может быть, не Хабиб с Конором, но тоже круто.
А моя давняя коллега Зухра Кубардукова, она сейчас из-за карантина сидит у себя дома на Кавказе. А вообще Зухра такая хрупкая, нежная, красивая девушка, которую я запомнил, потому что она занимается... Чем ты занимаешься, Зухра? Сейчас бразильским джиу-джитсу. Да, я просто не хотел, чтобы наш весь выпуск был только про ММА. Вот объясни, пожалуйста, как девушка приходит к джиу-джитсу? Ну, я опять же начинала в ММА, но потом поняла, что бороться мне нравится больше. Ты начинала в ММА, ты натурально выходила и ногами, и кулаками кого-то... Да. Причем, учитывая, что в группе среди спарринг-партнеров у меня были 90-килограммовые пацаны, было как-то интересно. И если в борьбе с ними что-то можно было сделать, потому что они неповоротливые, их можно было задушить, взять на болевой, то когда получаешь по носу от 90-килограммового чувака, даже если он колхозно тебя бьет, это все равно как-то было неприятно. А что ты думаешь про шоу Амирана, про битву за хайп? Ну, это какое-то фрик-шоу. Вот это да, дорогие друзья, ногой достал он Эдуарда. Мы сейчас приехали на съемки съемок самого главного бойцовского шоу в России. Вы, конечно, его знаете, оно называется «Битва за хайп». Его делает Амиран, который дневник Хача. Я с ним лично сейчас встречусь первый раз. Но заочно он для меня важный человек, потому что когда я решил, что мне нужно в YouTube, я многих смотрел и внимательно смотрел за Амираном. За его первым еще самым шоу. Но сейчас он как раз один из главных, в народном сознании, промоутеров России. Привет, я Алексей, рад с тобой познакомиться. Очень приятно. Единогласным решением судей победил боец в синем углу Никита Ворожбитов. Расскажи два слова про сегодняшний бой. Что сегодня будет? Сегодня у нас самый крутой карт за все время. Потому что крутой? Карт. Карт — это состав. Ага, карт. Состав артистов. Каждый раз узнаю много новых слов. А это состав бойцов. Так. Вот. Сегодня у нас карт за все время самый крутой, потому что все практически звезды дерутся. Все самые сильные бойцы, профики сегодня дерутся. В общем, все. У нас сегодня будет 13 боев. А как ты классифицируешь, кто звезды, кто не звезды? Они поделились уже на несколько уровней, потому что есть блогерский состав звезд, это которые сами себя сделали, они тоже решили драться. На шоу без названия у нас был конфликт между Тамаевым и Марвином, и я понял, что надо делать... Да, это блогеры. Я драться с ним по-любому буду, потому что мне просто... Вы подойдите. Посмотри-ка, а. Вы подойдите. Он меня бесит реально. Ничего, давай разберемся. Не, мы разговариваем. Я понял, что надо сделать им бой, рискнул, вложил в это денег, сделал бой, и оно пошло-поехало. То есть стало понятно, что надо срочно делать промоушен. Возможно, это ниша новая и крутая, которую надо занимать. То есть, смотри, получается, что ты просто берешь такую очевидную вещь, как сетевой хейт. Да. И присасываюсь к ней. Нет, подожди, ты устанавливаешь правила для того, как перевести это в офлайн, и говоришь, а теперь деритесь на самом деле. Кто готов. Я не чувак, который сидит там и придумывает, вот надо теперь бить морды. Они сами говорят, давай подеремся, выясним все там на кулаках. Окей, ребят, давайте вы подеретесь, но сделаем это по правилам спорта. Вот вам площадка. Первый поединок был между Тамаевым и Марвином, как раз, да? И сколько там миллионов? По-моему, 10 уже или больше даже. Мы стараемся охватить максимум аудитории, поэтому еще делаем бои для профессионалов. И сейчас мы еще сделали что-то типа «Голоса». Немного забрали хлеб у Константина Эрцта. Там у нас сидят, то есть выиграл боец или проиграл, у нас сидят 3 жюри, мы их называем экспертами, и они решают судьбу бойца, проходит он дальше в битву за хайп или нет. Называется. Да. И там идет селекция бойцов. Там вообще жестко, там приходят же люди совершенно, я так понимаю, что просто с улицы. Кто хочет. Да, и там жесткие нокауты. Я вот видел там задача морячок был один у тебя. Он сегодня будет драться, кстати. Серьезно? Да. И он, этот морячок там вырубил, как это называется, оппонента. Да, очень круто. Очень круто. Он падал как в слоумо. А вы тот самый морячок, да? Я тот самый морячок. Можно? Вот это тот самый морячок, Здрасте, я тот самый морячок из Крыма. Который вырубил нокаутом в первом... В первом шоу, да. Народный боец сейчас. Народный. Можешь в 2 словах сказать, как ты оказался на битве за хайп?
Ну, это произошло, если честно, спонтанно. Я лично вот, ну, просто в голове это держал, в мыслях, но... И потом просто приходит сообщение за день, типа, будем биться на битве? Ну, давайте. И все, и мы там, ну, поехали. А так вот, как бы, прям загадок, каких-то планов не было никогда. И у меня вообще в YouTube попадать не было планов. А ты натурально моряк, ты ходил куда-то там Да, в море, да? На самом деле? Да. То есть Я тельник это настоящий? ветеран боевых действий, да, все по-настоящему. А ты в драках участвовал в обычных? Ну, всего лишь 2 раза участвовал в драках. Это мне было 18 лет. И то я заступался, короче. Мне там нужно было поддержку оказывать. Я вот оказывал поддержку. После драки нет такого ощущения, как после боя в ринге? Нет, после драки было ощущение такое, типа, блин, не сильно ли я его побил или нет? Ну, думаешь, ты совестливый человек. Да. Я прям думаю такой, блин, ну, как бы, ты когда злости к человеку не испытываешь, то есть ко мне подходит и говорит, вот, надо помочь, чтобы 2 на 1 не было, давайте хотя бы, чтобы 2 на 2 там постояли, чтобы, ну, вдруг если драка, чтобы хотя бы 2 на 2 было. Ну, я как бы вот в таких мероприятиях 2 раза участвовал. Человеком 1 на 1, который не занимается, всегда спортсмен побеждает. Но эти драки очень быстрые. Я просто все время проходил в ноги, бросал и брал на болевой. Но это было с детства, самбо, там, бросить, сделать болячку. А были же, знаешь, в свое время, сейчас не знаю, и остались, нет, там особенно фанаты, одна группировка с другой группировкой, стенка на стенку. Меня всегда приглашали в такие штуки. Ну, я не фанат там получать по голове из-под тишка откуда-то, вот. Вообще не фанат получать. Вот. А в бою, где там идет толпа на толпу, там 100% может откуда прилететь. То есть, ну, это как минимум опасно. Вот. А ММА, это, кстати, на сегодняшний день, он считается безопаснее футбола. По статистике у футбола больше там травм, чем в ММА. Да? Несмотря на то, что, да, наверное, люди бьют себя, потому что они к этому готовы. Если в футболе там пнули, да, кого-то, он получил травму, они к этому не готовы, да. А в ММА к этому готовы, поэтому травм меньше. Вот. А сейчас есть вот еще эти стенка на стенку? Есть, конечно, есть. Дерутся фанаты, дерутся группировки, там, Питер, Москва, там, постоянно, там, Минск, Беларусь, там, разные. Мне контент специально на канале посвящен именно околофутбольной тусовке. Я собрал молодых пацанов, кто хочет попробовать в этом участвовать. И под моим предводительством, под моей опекой, мы устраиваем драки в ИСУ, деремся и снимаем на канал, все это тоже вылаживаем. Но, конечно, там есть цензура непосредственно, потому что YouTube же банит это все. Самые жесткие моменты в телеграм-канал просто добавляем, и все. Мы тренируемся вместе и в зале, но иногда выезжаем, да, и деремся. А с кем? С «Зенитом». Ну, не только в Питере есть там и «Спартак», и ЦСКА, как бы мы там местные. А драки — это стенка на стенку? Да, в Сколько ИСУ. человек участвует? Ну, сейчас у нас коллектив совсем маленький, все молодые пацаны, там сколько, самое масштабное было 8 на 8 пока всего. Маленькие форматы. Ну, я не стремлюсь в большие собираться, потому что потом проблемы с законом опять начнутся. Уже в Питере. Уже там начнут вызывать, сказать, что ты делаешь. Слушай, ну это же, в принципе, ну так, на грани криминала получается. Да. Я сам это понимаю, все, но как бы у нас все договорено, заявления друг на друга не пишем, как бы, поэтому... Но у вас какие-то там правила есть? Да, конечно, правила. Что-то можно, что нельзя? Да, Чего да. нельзя, например? Ну, естественно, там в пах бить, глаза ну, то есть это не просто драка, знаешь, такая... Не, конечно. Ну, как бы такие, как сказать, русским языком пацанские правила. Жестко. Жестко, да. Ну, как есть. А это что, как бы, что является основным движком? Агрессия? Вот объясни, пожалуйста, когда люди идут, да нет, едут в лес драться. Нет. В лесах дерутся там есть, вот, именно раньше, когда мы занимались активно, прям в жизнь была вся около футбола, у нас, да, есть учителя истории, люди, кто работает в банках. Ну, там все кто угодно, режиссер, там кто угодно участвовал в этом футболе. Просто ты от серых будней, ты постоянно вот на работе сидишь, офисный планктон, постоянно там что-то занят. У тебя просто все накопило, тебе надоело все, и ты вот, они звонят, говорят, хочу просто выпуститься это все. Они просто приезжают, 10 на 10 выходят, там, впадаясь, поубейся, у них как будто просто ощущение после драки не передать словами, после этого нужно попробовать. Ты потом неделю ходишь в эйфории, я, наверное, думаю, что это какие-то самые такие жесткие, крутые наркотики. Это как после секса? Даже лучше. Да? Ну, секс это оргазм длится там чуть-чуть, а ты постоянно ходишь в эйфории целую неделю. Сейчас полиция, органы этим всем плотно занимаются, и драк на улице уже нет. Если пытаются проводить, то жестко это все пресекается. Соответственно, ребята уходят в леса, дерутся в лесу, но на мое, лично, опять же, это мое чисто субъективное мнение, это не около футбола. Почему? Потому что это можно так назвать, около профессиональные бои стенка на стенку. То есть
равное количество оппонентов, то есть, ну, они договариваются заранее. Вот у нас будет 15 человек, и нас будет 15. Подбираются примерно по одному уровню бойцы, то есть там тоже градация есть. Ну, то есть это уже такой типа спорт получается? Ну, грубо говоря, да, просто в котором меньше правил, чем в тех же единоборствах по ММА. То есть можно там бить ногой в голову и лежачего и так далее, там вдвоем одного и так далее. Вот. А околофутбол классический это что? Это вы собрались, у вас, не знаю, 25 человек. Вам отзвонили, сказали, вот мы видим здесь пятнашку, там-то, там-то. Ну, грубо говоря, будем говорить, Сущевский вал, 15 человек стоит заряженных. Вы вылетаете на них, а это подстава. Сбоку еще полтосик вылетает. Западня, да. И как бы вас прижимают спереди 15 и сзади еще полтишочек. И получается хорошая жесткий рубка. махач. Да. Вот это околофутбол. Но сейчас такого нет. Ты в больницу попадал после этого? У меня были серьезные травмы, но в больницу я не ходил, потому что если идти в травмпункт и все, это начинают притягивать, там писать заявления заставляют и так далее, и так далее. Что максимально у тебя было? Мне копчик хорошенько, я не знаю, что с ним было, потому что я не делал МРТ, но я думаю, травмировали, может какая-то трещина была, потому что я неделю не мог сидеть, и там, простите за подробности, мне было тяжело даже садиться на унитаз. Опа! Удар нанес. Куб, Ярослав Куб. Есть, допустим, организация UFC, которая сюда зашла, и они как раз считают, что это больше джентльменский спорт. Не бои без правил, где там кровище льется, там люди друг другу бьют морды в зале, а наоборот, здесь могут и руку подать, и если избили, то, так сказать, добивать ногами, прыгать на голове никто не будет, потому что есть такие правила, да. И, в общем, это такая более консервативная позиция у них. То есть они хотят уйти от ощущения того, что это бои без правил. А у нас наоборот, мне кажется, ММА и бои без правил синоним. Но ММА это все-таки бои с правилами. То есть ногами на голове ни у кого прыгать нельзя. Все-таки там есть некое джентльменство, хотя не такое, как в боксе, конечно. А бокс почему такой, не шоу, в общем, в России? Он шоу не здесь. Тоже из-за этого консервативного момента. Он шоу в Англии. Почему, допустим, Тайсон Фьюри дает шоу? Если кто-то случайно хоть раз видел, что он творит, это, конечно, совершенно сумасшедший человек, который поет после каждого боя, там, может набрать 180 килограмм, 60 скинуть, выйти и разнести чемпиона мира. Ну, таких уникальных людей мало, но бокс тоже, бокс сам по себе более консервативный. Это у него вот такая планка. Сначала, вот буквально пару лет назад, мы говорили о некой такой большой четверке в нашей стране. То есть это был M1 Global, это был Fight Nights Global, это был ACB и WFCA. Соответственно, ACB и WFCA – это две организации, которые слились в одну. И фактически это чеченская организация, да, и на данный момент это единственная организация, которая имеет стержень, структуру с точки зрения ростера бойцов, титульных поединков, календаря событий, да, более-менее понятного, и который можно объяснить зрителю и публике. То есть, грубо говоря, зритель выбирает там себе бойца или бойцов в принципе, да, и за ними следит, он понимает, что он здесь выиграл, здесь, и со временем ему дадут претендентский бой, потом титульный. Вы матчмейкер, да? Да. Что это такое? Матчмейкинг – это именно ставить бойцов друг против друга. То есть сторона А против стороны Б и так далее, и так далее. Ну, это кто с кем будет драться. Вот еще одна особенность, как я понимаю, связанная конкретно с Кавказом и с Чечней. Это, мне кажется, ваша цитата, что для американца проигрыш – это неудачная работа, а для чеченца это позор перед родственниками, односельчанами и всем народом. И это дополнительно давлеет над бойцом. Есть такая проблема? Слово «позор», наверное, слишком грубое в этом высказывании. А так, да, потому что американцы, они к этому относятся как к профессии. Они профессионалы, как к работе. Они выходят сегодня, удачный день в офисе или неудачный день. А у нас это слишком лично воспринимают. И это давлеет, потому что у нас есть ответственность там перед руководством, перед друзьями, перед родственниками. Руководством республики? Клуба, республики и так далее, да. И в любом случае, есть такое слово, на чеченском «ях» говорят. Это чувство собственного самодостоинства. И это то, что, понимаете, позволяет вам поднимать голову высоко и так далее, и так далее. И не каждый хочет это терять, и поэтому есть определенное давление. Если бы не было поддержки Рамзана Кадырова у ОСИ, не так хорошо были бы дела? Я считаю, да, потому что Рамзан Ахматович – это идейный вдохновитель нашего промоушена.
Это человек, который стоит во главе всего этого, который финансирует, помогает нам. Без его поддержки было бы очень тяжело. А с какого возраста, как вам кажется, дети могут начинать в единоборствах участвовать? Знаете, Алексей, я считаю, что с этим нужно быть очень осторожным, потому что пропущенные удары в голову, это очень опасно. Я считаю, в принципе, заниматься можно и с 5-6 лет. Просто планомерно нужно подводить. Я же почему спрашиваю? Вы же помните, конечно, эту историю, когда сыновья Рамзана Кадырова вышли на ринг, и после этого Федор Емельяненко и еще много кто выступал против этого, требовали это запретить, был большой скандал. Это были показательные выступления. Соперники были такие же дети. Может быть, тейкдаун даже. Да, было определенное недопонимание, скажем так. Но в этом нет никаких проблем. Детей приучают именно к здоровому образу жизни. Вот будет бой между Исмаиловым и Емельяненко, к которому все готовятся. Насколько вообще соответствует их уровню? Потому что Исмаилов же был в другой весовой категории. Знаете, в ММА есть свои преимущества у каждого бойца. Да, Александр крупный, он тяжеловес, он природный тяжеловес. Но у Магомеда Исмаилова есть свои козыри. Он лучше борется, это очевидно. Он более взрывной, он более динамичный, мобильный, скажем так. Понимаете, кто навяжет свои сильные стороны, тот и победит. Шанс есть у всех. ММА – это такой компромиссный вид спорта. Ты ждала боя Емельяненко-Исмаилов? Да, если честно, да, потому что мне было интересно, сможет средний вес победить тяжеловеса, даже если Александр очень интересный мужчина, очень много выкидывает и исполняет вещей. Он, в конце концов, его Кадыров так себе забрал, вроде потянулся, в форму пришел. Знаешь, какая кличка у Емельяненко? Какая? Алкоборс. Алкоборс? Алкоборс, да. Алка, потому что алкоголик, борс, потому что по-чеченски волк. Алкоборс. Мы специально ради встречи с Емельяненко сюда, в штаб-квартиру ИСЕИ, приехали в город Грозный. Не ожидал, что я тут попаду сюда таким образом по этому поводу. Но anyway, вы, наверное, знаете историю Федора Емельяненко и Александра Емельяненко, родных братьев, и историю их, на мой взгляд, прямо шекспировского братского противоборства и противостояния, соревнования, потому что Федор – это такой self-made man, такая картинная, с обложки история успеха, всеми любимый, многократно награжденный. Александр тоже талантливый супербоец, мальчиш-плохиш. Все время пьянки, гулянки, скандалы, дважды отсидел. Все вот это. История их взаимодействия, их братских отношений, их любви и их противостояния, которое все время выливается в паблик, провоцируя все новые и новые скандалы. Это прямо заслуживало бы, наверное, отдельной большой истории. Еще раз справа добавляет Александр. Еще раз. И апперкот, и боковой. Еще один боковой. Что за спор, где ты пообещал целый год не пить? Да это не я целый год не пить пообещал. Да так с патриотом, что там по это самое. В спортзале слово за слово зацепились. Я говорю, да я год легко пить не буду. Давай. И так вот получилось, что так вот просто поспорили. Я легко могу обходиться без спиртного. Меня не тянет, как пивных фанатов или болельщиков, пойти там перед телевизором, сесть пивка нажраться, либо офисных работников дождаться пятницы, нажраться в хлам, в субботу отваляться, в воскресенье оттаять и в понедельник на работу. Я так не живу, я постоянно в спортзале. Если я пью, то я же говорил уже 100 раз. Об этом знают все. Сразу кто-то начинает цеплять, еще что-то. Пришел отдохнуть в заведение, посидеть, начинают провоцировать. Дашь кому-нибудь подзатыльник. Бегут жаловаться. С заявлением в кармане Емельяненко побил. Посадить его в тюрьму. Вот и все. А ты недавно еще сказал в интервью, что собираешься исправляться. Это твои слова. Что это значит? Да я не знаю, это меня просят, скажи. Я и сказал. Я не знаю, от чего я должен исправиться. Я каким был, такой и есть. От чего исправляться? Под кого-то стелиться я не собираюсь. Под кому-то там бегать рядом, как большинство
окружение некоторых там бегают, там, Федюша, Федюша, Вадюша, Вадюша, там, облизывают там друг друга. Мне это вообще отношение неприемлемо. А у тебя нет вокруг тебя таких людей? Да нет. Я сам, у меня друг Виктор, ну и окружение, друг Рамзан, друг Патриот. Все, у меня их, ну и так там еще небольшое количество людей, с кем я общаюсь. А Рамзан Кадыров друг? Рамзан Кадыров друг мой, да. И кто еще, кроме того, что друг? Да ну я же только что перечислил. Давай следующий вопрос задавай. Я, короче, да, забрал его, этого самого Емельяненко, да. Александра, да. Так что да, он сейчас у меня, да, я ему покажу, да, как себя вести в ринге, да. Скажи, пожалуйста, все-таки в ММА доля шоу насколько серьезна? Ну вот спорт спортом, а шоу? ММА, это я говорил, я самый первый сказал, что ММА это спорт 21 века. Это не просто вышли под музыку, подрались и ушли. Да нет, это и составляющая шоу, это красивый выход, это именитые бойцы, это зрелищные бои, это риск во время боя, это новые техники, новые скорости, это новый вид спорта. У ACA девиз «Less show, more fighting», правильно? Да. Что это значит? Это меньше шоу, больше боев. То есть акцент делается на спортивную составляющую. Но опять же, многие путают, когда мы говорим о шоу. Изначально это понятие было вложено, то, что меньше шоу – это то, что нет там каких-то песен, танцев, плясок и так далее. В смысле, девочек на разогреве? Да, вот такое, да. Черлидеров? Да, но это не значит, что нет вообще шоу. Шоу, оно может проявляться в других компонентах, в других аспектах. Вот есть хорошо вам знакомая битва за хайп Амирана Сардарова. Я специально посмотрел. Значит, самый хайповый бой Тамаев против Марвина, там почти 15 миллионов просмотров. У ACA самый просматриваемый — это 1,5 миллиона. Почему такая разница? Ну, битва за хайп в последнее время набирает обороты. Опять же, это тот проект, который привлекает нецелевую аудиторию. То есть, если ММА в чистом его виде смотрят там те, кто им занимается, их родственники и, в общем, специалисты. А здесь это уже более широкая аудитория, нецелевая аудитория. Там просто именно вот эта фрик-составляющая, она привлекает людей. Поясните, что такое фрик-составляющая? Ну, там, когда огромный там какой-то качок дерется там с тощим парнем. Когда Дацик выходит. Дацик против, как фамилия? Против Тарасова. Тарасова, да. Как ты начал профессионально заниматься боями? Да слушай, еще со времен там «Стрелки» в Питере, когда был такой турнир, я там как-то подрался, сразу же выиграл 2 бойцов одновременно. То есть вышел, одного выиграл, второго, 2. Вот и потихоньку там дрались профессионально. Чуть-чуть. И уже, наверное, став блогером, я стал более уделять им больше внимания и больше драться, потому что понимал, что через это можно выйти. Вот как блогер. Вот и все. У тебя же контент, он в основном как раз про это. Чисто про ММА, да. Ну, я всю жизнь снимал свою жизнь, контент про ММА, да, то есть ничего такого сверхъестественного. То есть у тебя мужская аудитория, надо думать? Но в основном, да, 97% мужчин. 97%? Ну вот благодаря Амирану сейчас начинают девчонки узнавать на улице, а так до этого там канал «Миллионник», но в основном мужики там подходят, там взрослые узнают. То есть контингент такой достаточно взрослый. Давай, работай, ты что делаешь? Башка в ковер, алло! Башка в ковер! Я смотрел интервью Тарасова, он как раз там говорит, что в сообществе постоянный вопрос, там, не зашкварно идти к Амирану. Да. То есть я так понимаю, я не знаю, но я предполагаю, что есть вот это, значит, высоколобое сообщество профессионалов, которые такие, это что такое, это кто такой, да это вообще все какая-то херня, есть такое, да? Но это вообще всю мою карьеру на YouTube такое происходит, с самого начала. Они на начала. тебя смотрят, короче, как на выскочку. Да. Очень у тебя, на самом деле, очень откровенное название, что люди бьются за хайп. Что им этот хайп дает? Да, наверное, хайп дает всем в первую очередь узнаваемость и популярность, а дальше уже зависит от конкретно самого человека, как он это монетизирует. Потому что у нас в России не получается свою популярность монетизировать напрямую, как в Америке. Тебе надо дальше как-то ее использовать, подумать. То есть, поясни. Ну, я не знаю, быть амбассадором какого-то продукта, пойти куда-то ведущим, соведущим, там еще что-то там, как-то вот выкручиваться. Скажи, пожалуйста, каменные лица — это где люди со всей дури друг друга дубасят по щекам?
Это, в принципе, на той же энергетике и на том же хайпе, что «Битва за хайп» восходит шоу? Да. Еще более примитивно. Ну да, то есть я как раз хотел сказать попроще. Как Да. ММА, только не нужно вообще никаких боевых навыков, а нужно просто Возможно, потом люди будут вот только такие бои смотреть. Все, что максимально быстро, жестко и кликабельно. Там до ТикТока это дойдет, знаешь. Как тебе кажется, вот есть запрос со стороны аудитории конкретно на агрессию, на бои, на драки? Мне кажется, он всегда был, есть и будет. Хлеба и зрелищ. Многие в больших серьезных промоушенах на «Битву за хайп» Амирана смотрят сверху вниз, но вы там даже были в жюри. То есть Потому вы что я здесь... не смотрел сверху вниз. Да, то есть вы здесь идете, в общем, против течения многих коллег. Да, мы вообще с коллегами далеко не всегда соглашаемся. У нас, в принципе, разное видение концепций. То есть взять коллег из Чечни, да, промоушена «Исей». И, безусловно, то, чем они занимаются, их видение, оно имеет право на жизнь. У этого всего есть аудитория. Разница в чем? Можете пояснить? Она во всем. Мне кажется, мы изначально считаем, что мы разными вещами занимаемся. То есть у коллег чемпионат. Они, у них спортивный чемпионат. Они определяют лучших. А мы – это шоу-бизнес. И наша спортивная индустрия, как бойцовская, как часть индустрии шоу-бизнеса. А я вот, кстати, подумал, раз так, то ведь и конфликт, и отношения Федора с Александром Емельяненко – это тоже очень важная история для шоу-бизнеса. Это же, собственно, шоу-бизнес и есть. Я вовсе не предлагаю это делать, иначе я бы сам начал это делать. Но их конфликт – это на самом деле это абсолютно там, беспрецедентная и топовая, скажем так, да, история для индустрии. Если в этом немножко поковыряться, то можно было сделать так, что вся страна бы только об этом и говорила, что это было там в Яндексе на первой полосе, там, да, кому что больше нравится. Да, я, кстати, с вами согласен, можно. Уже бы все сидели и у Малахова, и в «Пусть говорят», и на Первом канале. Только об этом бы и говорили. И, наверное, поединком бы в их случае не закончилось, но обычно все заканчивается именно боем. Ну, если бы это был сериал или фильм, то обязательно должен быть. Ну, конечно, «Два брата», да. И потом какое-нибудь примирение и выход против какого-нибудь общего врага, настоящего такого. Совершенно верно, уже по-русски. Да, да. У вас американский подход, я вам скажу. Вы, наверное, сами это знаете. Да, в честном виде. The last 3-point finisher, 5, nice, Много зарабатывают бойцы топовые в ИСей? Я думаю, я не думаю, оно так и есть, достаточно, скажем так, достаточно, чтобы устроить свою жизнь, чтобы там, приобретать жилье, там, автомобили и качественно готовиться к новым поединкам. Вы говорили, что не стоит оглашать эту сумму, потому что если кто-то узнает, сколько зарабатывает спортсмен, у него сразу начинают просить в долг. Такое тоже есть. И знаете, я это говорил на опыте высказываний других спортсменов, того же Магомеда Исмаилова. Помню, по-моему, и Назир Манкиев, олимпийский чемпион, говорил, когда он выиграл на Олимпиаде в 2008 году, сразу начали звонить друзья, как бы. Ну, честно, если бы я был на их месте, я бы не хотел, чтобы оглашали сумму моего заработка. Это мое личное, это то, ради чего я трудился, это то, что я хочу с удовольствием потратить. Наши болельщики еще не приучены к тому, чтобы, наверное, покупать билеты, покупать платные трансляции. Вот это действительно проблема, потому что мы понимаем, что промоушены вкладывают в том числе и наш. Их хочется какую-то отдачу получать. Вот в этом плане, конечно, ситуация оставляет желать лучшего. У меня нет иллюзий. У меня нет иллюзий, что россияне начнут в нужном объеме для успешности финансовой покупать просмотры по системе Pay-Per-View. Ну, особенно, когда доходы падают. Доходы падают, уровень жизни снижается. И даже если бы он повышался, мы десятилетиями приучались к тому, что телевидение, бесплатно, контент бесплатный. И YouTube к этому же приучает. И YouTube к этому же приучает. И ну, реально там любой российский человек скажет, да нафиг мне платить там 500 рублей даже, если я могу что-то похожее там посмотреть бесплатно.
Почему ты не переходишь уже совсем в крутой оффлайн, не собираешь там уже большие площадки с кучей зрителей, ну, не делаешь уже профессиональные бои? Знаешь, почему я тебе интервью дал? В первую очередь, корыстную мою мотивацию. Я предполагаю, что у тебя есть аудитория, платежеспособная, компания, которая тебя смотрят. Господа, и они могут если вдруг вы не заинтересоваться. знаете, я никогда не предполагал, что я такое скажу, придя на YouTube. Это Амиран Сардаров. Человек, которому нужны деньги. Да, у нас есть битва за хайп. На сегодняшний день самое популярное шоу ММА, и у нас катастрофически не хватает денег. Мы можем вас забрендировать по всему октагону, мы можем сделать вам рекламу, ссылку поставить в описании. В общем, если Давай у вас есть процент обсудим. классный продукт, Процент сейчас чуть-чуть попозже, ладно? Надо посчитать. Если у вас есть крутой продукт, у нас аудитория 87% мужчин, вы получите крутую, активную, платежеспособную аудиторию. А можно email вывести на экране? Не слишком нагло будет. Ответ на твой вопрос, почему мы не делаем турниры, денег нет. Они минусовые, то есть нужно финансирование, чтобы это работало. В идеале для меня, мне бы хотелось, так как битва за хайп, можно сказать, из народа вышла, это народный промоушен, хотелось бы, чтобы эти школы там были в каждом регионе битва за хайп, чтобы тренировались, ну как UFC все это делает в Америке. У этого всего есть потенциал, но нужна поддержка. Объясни, пожалуйста, UFC... Возможно, даже господдержка еще понадобится. Это сейчас заклеймят не за очень, это? Не очень на тот канал ты пришел за господдержкой, думаю. Не, ну а что, ну честно зато. Давай рассмотрим, как там и как здесь, да? Да. Там же тоже есть вся эта система, выращивают бойцов, бойцы дерутся, люди зарабатывают, промоутеры зарабатывают. Почему ты говоришь, что здесь это убыточно? Потому что у них есть pay-per-view. Платный просмотр. Да, платный здесь просмотр. Нет платных просмотров. Здесь нет, здесь тебя сразу убьют. Твои же подписчики, если ты начнешь с них денег взимать. Вот я хотел спросить, они же как хотят. Есть же даже на YouTube инструмент, чтобы за деньги показывать? Он доступен только в Америке. А, да? В России недоступен. Я бы с удовольствием, я жду прям готов свечку пойти поставить, хоть я и атеист, чтобы нам дали возможность включать этот рубильник, и мы могли часть контента продавать зрителю. Почему жду и не делаю сам? Потому что если мы сделаем это на сторонней платформе, то зритель точно разозлится. Да, мало того, что не будет перетекать трафик, так они еще скажут: ах ты козел, с хачина, с русских взимаешь деньги, как ты так можешь? Я на самом деле отчасти в государство верю, потому что вроде бы на первый взгляд все держится в футболе и в хоккее там на градообразующих предприятиях и на олигархах, которые за ними стоят. Но с другой стороны, мы же понимаем, что это государственный заказ, господдержка, лояльность. Я делал выпуск тут про футбол тоже, и тоже вник во всю эту историю и понял, что надеяться на государство – это бессмысленно, потому что все равно все сведется к схематозу, будут зарабатывать нужные люди, а футболисты… Ну, неважно, это другая история. Ну, короче, вы меня здесь не убедили, что это может заработать. Ну, может, тогда просто нужно оказаться теми самыми нужными людьми. Ты согласен с ним подраться после травмы? Подожди. Я согласен. Я согласен разбить у мужчин вообще в любом месте, в любое время. Что такое трэш-ток? Трэш-ток – это такие высказывания, ну, это подогревание интереса к бою. Трэш-ток бывает разный. Он бывает умеренный, когда просто люди подкалывают друг друга без оскорблений. Бывает такой более грубый трэш-ток, когда, допустим, тот же Конор, мы помним, как он оскорблял родителей, религию, страну и так далее, и так далее. Вы же смотрели бой между Мухаммадом Вахаевым и Евгением Гончаровым. Вот на предпоследнем турнире, вот чтобы вы понимали, финальная пресс-конференция, которая прошла, которая была между бойцами, там они зацепились. В смысле закрой свой рот? Тебе рот не закрывают. Да я закрою тебе его. Ну в пятницу придешь, посмотрим, да, как он пятницу закроет. закрою, если ты сейчас его не закроешь. И это привлекло внимание. И прям заметно оживились и продажи билетов, и pay-per-view в итоге выросло. И об этом бое говорили везде. Давайте про Емельяненко поговорим в этой связи. Он в трэш-токе ведь хорош? Очень хорош. Я считаю, он самый остроумный трэш-токер в России, в российском ММА. Как видишь, я уже не средневес, да, Саша? Ты заплывший, отекший, быстро устанешь. Тебя, я смотрел в предыдущем раунде, до конца первого боя еле хватило. Я за словом в карман не лезу, но человеку, которому сложно разговаривать по-русски, вот, и который хочет сумничать на видеокамеру, завести публику,
Ну, как-то надо приходить с чем-то там, пусть там, я знаю, там на него сейчас весь Дагестан работает, но хотя бы они ему там пару записочек бы написали, там, пару шпаргалок на руку бы начеркали бы, чтобы он хоть как-то умело пошутил. А то он еще не пошутит, то все над собой. Мне сегодня тут местные товарищи из ACA говорили, что ты вообще лучший в России как раз по экспромту, по умению говорить, шутить и поддевать и троллить. Ты согласен с этим? Да я ни с чем не согласен, я не знаю, я никого никогда первым не трогаю, вообще не касаюсь, я их даже не вижу, я занимаюсь постоянно своим делом. Это если появляется какая-то информация, но я как-то же должен среагировать. Если ты хочешь в забытии где-то драться там на заднем дворе, то, пожалуйста, дерись, ничего не говори. Но если ты хочешь, зарабатывать, чтобы были поклонники, там, и чтобы ты дрался не только в России, но и в Америке, ты, конечно, должен что-то с этим делать, да, говорить по-английски, если ты в Америке дерешься. И есть очень смешное видео, где Хабиб заставляет другого человека, там, другого бойца говорить по-английски. Он говорит: да я не умею, ну что ты начинаешь? И Хабиб сам переводит за него. В чем уникальность истории Хабиба? Он все сделал сам. Он когда-то вовремя понял, вряд ли ему кто-то может объяснить. Да? Отец вряд ли мог ему объяснить, что надо говорить по-английски. Да? Но он попал в нужное время, в нужное место. Несмотря на то, что его бои не самые интересные и достаточно скучны, потому что он все время борется и все такое, он попал именно туда, куда надо. Он прыгнул вовремя через клетку, да? Из-за этого его узнал весь мир. Потом он встретился с президентом Российской Федерации вовремя. Это было прям вот своевременно. Поздравляю тебя. Еще раз хочу пожелать успехов на будущих выступлениях. А он победил Макгрегора, который главная звезда в ММА, чтобы там ни было, и будет ей еще там пару-тройку лет точно. Ну и он понял в какой-то момент, что надо развиваться. Ну, молодец Хабиб. Хабиб устраивает свою личную жизнь. Я с Хабибом знаком, но мы лично не общаемся. Я ничего за него сказать не могу. Мы же пытались заполучить наш выпуск Хабиба, понятное дело, но там UFC закапризничала, UFC вообще почему-то не хочет сниматься, но это типа их решение. И тут мы прилетели из командировки недели 3 назад и смотрим, значит, натурально Хабиб в окружении там своих парней, а он такой, знаешь, в капюшоне, в черной маске, такой антикарантинный, но черный. Тем не менее, его почти все узнают. Вот, мы подошли, спросили, сказали: вот канал «Редакция», не хотите интервью? Причем подошла Настя, наш продюсер, который, она такая блондинка эффектная. Это, конечно, в общем, лучше, чем я бы подошел. Очень вежливый чувак, вот мои впечатления. Сказал: извините, вот мы, к сожалению, контракт, все такое, войдите в положение, спасибо, что обратились. Еще мне понравилось, как он реагировал. А я видела во Внуково на выходных, когда они, видимо, летели в Махачкалу всей командой тоже. Опять его все узнавали, и в целом, да, он приятный человек, насколько мне известно. Хейт российских болельщиков многих, на мой взгляд, к нему не обоснован, потому что при личной встрече он вызывает хорошее впечатление. А почему хейт российских болельщиков к нему? Слушай, если вот почитать комментарии в больших пабликах ВКонтакте, любой пост с Хабибом или с Конором Макгрегором, я думаю, это именно тогда началось, всегда будет очень много хейта в сторону Хабиба в духе: Конор пожертвовал $1 миллион на коронавирус, и что же сделал ваш Хабиб? У нас настолько консервативные взрослые дяди, да, которые YouTube до сих пор не понимают. Есть один энергетический напиток, я пошел разговаривать с владельцем этого бренда, говорю: вот у нас такая крутая история, подходит аудитория для вас, давайте нам денег. Они пошли думать, через какое-то время вернулись с ответом, говорят: у нас амбассадор Хабиб Нурмагомедов, ему может не понравиться, что мы будем финансировать YouTube-канал, где есть мат, поэтому извини, Амиран, мы не будем. И на этом все закончилось. Так убери мат. Не могу, придется Эдварда Билла вырезать. Эдвард Билла нельзя вырезать. Нет, он, конечно, привлекает большую часть аудитории. В очередной раз у кого-то полетят ебальники сегодня, а кому-то прилетит отличная сумма денег прямо в карман. У тебя у самого какое отношение с боевыми искусствами? Я не люблю этого. Я, не то чтобы я против спорта, я против этого, так скажем, насилия над собой. В любом случае, я не тот человек, кто хотел бы участвовать и тренироваться, и выступать. Да? Каждый удар – это микросотрясение, это микроповреждение твоего головного мозга.
Я не хочу сказать, что все бойцы страдают тем, что они все хуже и хуже сами по себе люди, но я испытал уже на себе, что я начинаю подтупливать, если я в каких-то таких состязаниях участвую. Просто, твой образ одного из топовых пранкеров подразумевает, что ты должен быть всегда готов к драке. Он больше подразумевает, чтобы я был готов выйти резко из очень острой ситуации, с очень острого конфликта. Не быть готовым ударить человека, а быть готовым... Что тебя ударит? Нет. Быть готовым уйти от удара потенциального, который вот-вот уже сейчас настанет. Ты кому сказал, братан? Я тебе сказал, братан, ты подошел, в каком смысле? Ты хочешь мандарин, я тебе дам мандарин. Каждый может ударить, если сильно довести? Нет, исключено. Очень много людей скрывают свой истинный образ. Они могут выглядеть так, как будто бы они реально выглядят угрожающе, устрашающе. Но на самом деле эти люди больше прикрываются этим. И они не агрессоры? Нет. Они выглядят так, но они никогда не будут бить людей. Они очень добрые внутри. Они не хотят выглядеть в этой ситуации, в которую я его загнал, глупыми. И они пытаются всем своим видом дать понять, чтобы я ушел. Но я-то вижу, что он не готов со мной тягаться физически. И я давлю его до конца, пока он не сдастся. Пошел отсюда, Ты меня ударить хочешь? Сука, ты что, бессмертный? Давай, я тебе плюну в лицо. Я не трогаю людей физически. За исключением одного момента, это была моя самая грубая ошибка год назад. Я ударил человека в торговом центре. Да, его вырубил с вертушки в голову. Да, это было очень плохо. А чем закончилась эта история? Слава богу, он поступил не то чтобы правильно, он поступил по-пацански, он не написал заявление. Я бы сел в тюрьму. А ты с ним как-то урегулировал потом отношения? Мы с ним встретились, и, конечно же, он недоволен всем этим был. Мне было сложно смотреть в его Ты ему глаза. компенсировал? Естественно. Я ему компенсировал очень хорошо. Как вам кажется, из-за того, что единоборство сейчас на таком хайпе, улица становится безопаснее? Агрессия переходит в более контролируемые рамки? В определенной степени, да. Когда человек занят, когда ему есть где выпускать свой пар, когда он элементарно, у него есть спортивная выучка. В большинстве своем, я считаю, 95-99%, не знаю, какая точная будет статистика, но люди, которые занимаются единоборствами, в них вкладывается определенное воспитание. Понимаете, они чувствуют свое превосходство перед обычным человеком, который не занимается спортом. И поэтому даже на улицах, когда возникают какие-то проблемы, они будут избегать контактов физических. В Москве одна история. А отъедешь от Москвы за 200 км – другая история. А отъедешь за Урал – третья история. В плане жестокости трудно сказать, но у нас любят жестокость. В драке, в уличной, пощады не жди. Как дерется сейчас молодежь, и как раньше дрались. Раньше, когда происходила драка на улице, то перед дракой оговаривались. До первой крови, кто сдастся, до первой слезы, еще как-то какие-то ограничения были. То сейчас нет, сейчас. Если и идет какой-то замес на улице среди дерущихся, то там и под руки идет все, и ножи идут, и палки, и камни, и прям страшно себе представить. А раньше не было такого? Убивают. Да, конечно, не было такого. Раньше, если выходили, то выясняли отношения строго на кулаках. Раньше драки по совести были, а сейчас они по беспределу. Конечно, уровень жизни населения, который не становится лучше, а становится хуже. Растущий доллар, появившийся коронавирус. В такое время мы сейчас с вами беседуем. Мне кажется, они могут прибавить агрессии на улице какой-то. Народ немножко более такой встревоженный. Ты смотрел «Бойцовский клуб»? Конечно. Что думаешь про это кино? Легендарное кино. Очень крутое, мне очень нравится. Что за дела, безумец? Хотел уничтожить что-то красивое. Тот адреналин и вообще весь
комплекс эмоций, за которыми ходили в бойцовский клуб в этом фильме, он похож на реальность? У меня нет такого, что я там хочу драться. У меня нет такого дома, что я там сижу и, мне так плохо без тренировок. Да, без тренировок не очень, там не кайфово, но у меня нет такого, что я хочу срочно подраться, звериный инстинкт. Нет. Для меня бой — это вот философия, выйти, подраться, там, решить свои приемы какие-то сделать, все. Но нет такого, что там, вот как в бойцовском клубе, когда они от этого прям получали лютый кайф, и он там, получая по этому, там, да, добавь мне еще. Нет, я вот любитель, наоборот, дать, но не добавить. Есть вот один чувак, который очень сильно запал мне вообще в жизнь, с которого, я там не знаю, полубогом его считаю, это Майк Тайсон. И как раз-таки, вот как ты спрашиваешь тоже про отношения, про как вот это все может быть, все дерутся по-разному, и прелести вообще всего этого вида спорта, что ты больше сражаешься, да, не с самим соперником, или вот когда там у тебя сломана челюсть, или что-то такое происходит, а с обстоятельствами вообще своей жизни. То есть, ты дерешься сам против самого себя, как вот эта вот самая популярная тема, что, типа, твой главный, типа, соперник — это ты сам, и тебе главное выиграть самого себя. И у всех стилек этот разный. Кто-то там, типа, как Шуга Шон, вот такой вот червь, вечно там на траве, и у него все на лайте проходит. А вот Майк Тайсон, он поэтому такой жесткий, и поэтому там все вот так вот и выглядит агрессивно, и так зрелищно, потому что он столько говна за жизнь хапнул, и он дерется именно с тем, что он не хочет возвращаться просто в этот ужас, из которого он вылез. И он дерется за свою жизнь. Каких людей больше, хороших или плохих? Я не знаю, я не лезу, я же говорю, на просторы всей жизни. Нет, твое личное ощущение. Всех хватает. Со мной все хорошие. Вот так сидят какие-нибудь гопники, накрывшись дома одеялом, чтобы их даже никто там не увидел, ниоткуда, там, и сидят там, пишут гадости. Хороших людей больше, я думаю. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Становится ли вам легче, когда вы успешно кому-то дали в репу, пусть даже в воображении? Ну да, особенно если в воображении, то, пожалуй, конечно. Я в начале выпуска сказал, что я сугубо гражданский человек, но пока я снимал эту историю, вы знаете, я понял, в чем хайп. И мне она даже понравилась, мне стало интересно. И, конечно, без всяких сомнений, лучше так, в ринге, по правилам, с понятиями, чем на улице и с дубьем по голове. Это даже не обсуждается. И еще я подумал одну интересную вещь. Действительно, я уж не знаю, станет ли это вторым футболом, но действительно единоборства, не бокс, а именно такие жесткие единоборства, смешанные, они отражают состояние нашего с вами общества с его агрессией, с его готовностью на самом деле забыть все, как будто ничего и не было, даже когда ты сам виноват, и протянуть упавшему руку. Вот про это последнее особенно важно помнить в наше нелегкое время, друзья. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.